Здравствуйте, уважаемые женщины! Беседа сегодняшней темы «Раскрытые тайны абортного поля». Что такое абортное поле? Когда женщина делает аборт, то физическое тело неродившегося младенца изымается, но остается душонка, то есть остается астральное тело. И это астральное тело находится в теле женщины бесконечно долго. Многие из вас думают, что это безликое, зародыш безликое существо, однако это не так. Да. Вот я вам процитирую высказывание французского профессора генетики. Он сказал так: «Я считаю, что человеческое общество начинает снова жить с момента оплодотворения. А это значит, что преднамеренное уничтожение зародыша любого возраста – убийство. И жизнь человеческого зародыша начинается не с завершением формирования органов 18-12 недель, как думали раньше. Зародыш – это не придаток или какая-то часть тела женщины. Это значит, что преднамеренное уничтожение зародыша любого возраста равносильно убийству». Значит, вот на этой карточке диагностической вид сзади показана негативная наследственность женщины. Здесь даже это конкретно нормальный живой человек. Показано абортное поле. Оно большое. И здесь абортное поле не одно. Здесь примерно 5-6 абортных полей слито в одну выходящую массу. И здесь это довольно, так сказать, важный фактор для жизни и жизни судьбы женщины. Второй специалист, акушер Бернард Натсон, директор специальной клиники, за годы своей работы сделал 60 тысяч абортов. 60, вдумайтесь. И что удивительно, он сказал: одно из его исследований – это ультразвуковый фильм при делании аборта. На этом фильме показано: врач-гинеколог вводит инструмент в женщину для делания аборта. Зародыш мечется, ему деваться некуда, поле ее движения ограничено. Он раскрывает ротик, он кричит, и он эту ленту ультразвуковую назвал безмолвный крик. Сердце бьется зародыша 220-230 ударов в минуту. То есть зародыш уже чувствует, видит и знает. На многих моих диагностических картах есть карта, где зародыш уже знакомится с окружающим миром. С живота женщины выходят щупальцы, которые трогают окружающих, котов, собак. То есть он уже знакомится, он готов к рождению. Но у нас сложился стойкий стереотип в государстве. Был принят официальный закон о прерывании беременности. Сам этот закон и название звучит вполне пристойно, так сказать, в канонах 20 века. Но этот вопрос, этот закон, они не продуманы, абсолютно не продуманы. Возьмем дальше. Вот это абортное поле изначально было на половой сфере, внизу. Оно медленно ползет по всем органам и выходит через много-много лет, а иногда бывает остается навсегда. Если это абортное поле находится на половой сфере и никуда не движется, это стойкая форма бесплодия. Женщина не сможет родить. У многих женщин форма бесплодия бывает зачастую вот именно после аборта. Бывает, женщины делают много абортов. В моей практике ко мне на прием пришла женщина, которая сделала 40 абортов. 40, вдумайтесь. Но она не сказала мне, она назвала другую причину. Когда я начал с ней работать, расспрашивать, применил коррекционные методики,
мне с нее послышались голоса, девчоночи, мальчишечки и так далее. Я опешил, я не знал откуда, радио поблизости нет, кабинет изолированный и так далее. И я в этом убедился. Множество голосов. И она эти голоса тоже слышала. Мне было непонятно, что это говорит, что за звуки несутся с ее тела. Если абортное поле застрянет на желудке, на внутренних органах, то это постоянная проблема. Поражается поджелудочная железа, выползают давние застарелые гастриты и язвы, да, летит иммунная система. Абортное поле излучает некробиотическое излучение, мертвое излучение. И это излучение поражает все буквально. Если абортное поле застрянет в районе легких, это астма, туберкулез и куча других заболеваний. Как правило, вспыхивают те заболевания, которые могли молчать еще годами и десятилетиями. Если абортное поле застрянет на голове, это депрессия, шизофрения различных форм локализации и другие психические заболевания. Чем больше у женщины абортных полей на теле, тем меньше у нее шансов устроить свою личную судьбу. Она, если так выразиться грубо, она это ходячее кладбище. Ходячее кладбище. Это сказывается на отношениях мужчины и женщины. Мне пришлось разговаривать с одним мужчиной, который хотел жениться на такой женщине. Говорит, не могу, от нее веет холодом, от нее веет землей и холодом, так ответил. Объяснить, почему землей и холодом, он не смог. Пришлось объяснить ему эту ситуацию. Значит, абортное поле откладывается не только на женщине, откладывается, если это семейная пара, то откладывается на мужчине, давший, так сказать, согласие на аборт. Потому что ребенок родился от совместного брака. Это одно. Бывает так, что муж даже не знает. Женщина втихаря делает это, делает аборт. Здесь ситуация становится еще более жесткой, Резко вспыхивают те наследственные заболевания, которые молчали годами. Также психика тоже начинает, человек, то есть женщина становится неуравновешенной, мнительной, с примесью какой-то загадочности, которую она сама не может объяснить. Есть методик. Продолжаем дальше. Исследования лаборатории оккультных исследований Института судьбы человека тоже дали интересный материал. И здесь из этих исследований выяснилось, что кроме некробиотического излучения, это мертвое излучение, есть еще и другие излучения, которые очень вредоносно действуют на здоровье человека. Но свойство, значит, это некробиотическое излучение и поле, из которого оно исходит, движется снизу вверх по каналам, меридианам женщины. И через определенное количество времени, это может быть не быстро, это может 10, 15, 20 лет. За это время женщина потеряет очень много. Она может потерять семью, приобрести стойкую форму бесплодия. От таких женщин уходят мужчины. Чем больше абортов, тем меньше шансов сделать свое личное. Потому что действительно, как сказал французский ученый, что это не яблоко, которое можно оторвать и все без последствий. Действительно, это есть убийство. И ситуация, когда на женщине много абортных полей, сказывается также на детях этой женщины. Особенно если абортные поля были мужские, также и женщины, то